Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 17 по 23 июня. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, мои дорогие тельцы. И какую-то подсказку все равно получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И в наше переменное время точно стоит допускать альтернативные варианты развития событий. Может быть и быть готовым к каким-то неожиданностям, событиям, информации, чтобы нас ничто не застало врасплох. Итак, наши традиционные вопросы в нашем традиционном еженедельном прогнозе. Что важно знать? Или сфера жизни, чему вы будете уделять внимание, какие вопросы вам там придется решать. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время? Что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни смотрим энергию. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Как видят карты. Что же для вас будет важно? А вы знаете, какая-то пауза или ничего не происходит? Может быть, и хочется что-то изменить тельцу, но карта говорит, да нет, вот ты тут, подожди, себя не тормоши. Не время настаивать на своем, не время увеличивать дистанцию конфликта. Вот это все важно знать. Вот ваше время, вообще-то, по этой карте, это пауза, какая-то стабильная пауза. Хотим мы или нет, 4 – это всегда стабильности, число. Может быть, это тот период, когда вы должны уделить внимание самим себе, мои дорогие. Или вашим планам, вашей мечте, вашим задумкам. Не тратить впустую силы и время. Об этом ведь тоже говорит карта. И для кого-то из вас, если вы чувствуете недомогание, тогда не совсем тут про ощущения, а с чем-то нужно разобраться, обратиться к доктору, пройти обследование. У кого-то в этом контексте проигрывается карта «Настало время», о себе что-то узнать точно, объективно, не основываться на своих, предположениях каких-то. Все же здесь мы еще и складываем оружие, поэтому может быть объективная ситуация такова, что мы не можем что-то ускорить и принять какую-то данность вот для нас будет очень важно. И при этом холодность ума, здравомыслие. И если мы говорим привести мысли в порядок по этой карте, значит, есть какая-то тема, которую вы должны обдумывать, учитывая два момента. Первую – обстановку вокруг вас, раз, и конкретно ваши возможности – это два. Будем реалистами, что сделаешь, если другого не остается. Неожиданности. Кто знает, вот так обдумав что-то, вы можете для себя, как стратегию, тактику, как окончательное решение – какое-то принять, но это туз жезлов, это может быть еще и информация. Может быть какая-то новость, мои дорогие тельцы. И когда вы сами понимаете, нет, нужно что-то выждать. Может быть, выждать время. Дать пространству, как-то подогнать события под какой-то, может быть, результат. Или дождаться конкретно какой-то бумаги, дождаться какого-то конкретного времени. С чем это может быть связано? Опять же, с какой-то новостью. Может быть, эта новость связана с вашей работой, а может быть, с вашим любимым человеком. Или какая-то еще история в личной жизни. Или, может быть, это ваша какая-то стратегия, тактика, когда вам нужно просто что-то продолжать. Вот в том контексте, как вы это сделали на предыдущей неделе. И анализировать любую информацию, которая приходит на ваш порог. Но есть какая-то неожиданность именно информационного порядка. Чему сейчас не время? Не время что-то сохранять, не время материализму, не время буквально держаться за пентакли. Но вот кто знает, может быть, чего-то очень важного, будут касаться новости, какая-то информация. И буквально по этой карте, это карта жадина, я ее так называю, не время думать о том, что я сейчас буду сохранять в первую очередь все то, что материально, будем говорить так.
Потому что есть какая-то другая, может быть, тема, или, мои дорогие, есть какая-то объективная данность. Обстоятельства вокруг вас таковы, что тут нечего держаться за пентакли, тут в любой момент ситуация может, значит, измениться. Где-то ведь туз жезлов об этом нам говорит. Или не время думать, что у меня сейчас все стабильно, и оно будет в таком же ключе как-то продолжаться. К чему готовит вот этот триплет карт? Что в любой момент ситуация может измениться. Да, ты наблюдай. Мы складываем оружие, как я уже сказала, но не для того, чтобы держать что-то или стабилизировать, а для того, чтобы правильно обдумать, принять важное решение или допустить, что ход истории может в любой момент меняться, продумать свои действия на потом, допустить, что если как-то события будут развиваться совершенно не в том ключе, как я предполагал или предполагала, тогда я что буду делать? Вот не время думать, что все сейчас стабильно, хорошо, понятно. Видимо, будут изменения. Что же вам будет помогать? Королева кубков. Вообще, королева кубков раньше изображалась как королева-русалка. И мы знаем, что русалки – это те, которые, из сказок мы знаем, заманивали рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и неземную любовь. Им верили, за ними шли, там и оставались. Но это вам помогает. Поэтому, с одной стороны, помогать могут близкие по королеве кубков, и это проигрывается как ваша семья или ваш близкий человек, который о вас беспокоится, или помогает, когда вы думаете, если вы человек семейный, или вы находитесь в паре, в отношениях, у вас есть родственники, то когда вы сообща что-то продумываете. С другой стороны, если мы обрисовали королеву-русалку, и в этой колоде нам тогда говорят о том, что тебе будет помогать отчасти и еще и, ну, правильное расходование собственных сил. Или то, что ситуация от тебя в последующем потребует каких-то манипуляций. От тебя ситуация будет требовать много о себе не рассказывать, о своих планах, о том, что ты намереваешься делать, даже где-то, ну, может быть, и вашему ближайшему окружению, потому что какой-то план может быть сырой, или вы не видите, как разовьются события, или, правда, в последующем вы можете что-то узнать, или обстановка может измениться, и вам придется перестроить свои планы. Будьте готовы к тому, что вам придется что-то менять. Что скрыто? По этой карте мы получаем ту новость, которая нас может в чем-то застопорить. Вот, кстати. Именно в этой колоде такое, я надеюсь, это не для всех проиграется, но кому-то это важно услышать. Мы первый момент, когда что-то подобное слышим, мы впадаем, ну, как, знаете, действительно, стопор. Мы не знаем, как действовать, мы не знаем, как на это реагировать. По прошествию времени, может быть и лет, мы понимаем, что да, это была какая-то точка, очень важная в нашей жизни, какой-то поворотный момент, но на этот период времени мы действительно чего-то не видим. В основном, конечно, эта карта может говорить о том, что как новые способы заработка или, ну, как изменение вашей финансовой ситуации. Может быть, это предложение по части именно новой работы. Все же туз пентаклей – это один пентакль. Это как зерно, которое мы всадим в землю, и это залог будущих побед, свершений или удачного вложения или построения бизнеса. Мы пока вот чего-то не видим. Будьте готовы к тому, что обстоятельства действительно будут меняться. И даже если какая-то турбулентность вокруг создается вас, мои дорогие тельцы, для вас-то это будет как подсказка или как какая-то возможность. Ваша задача увидеть это и не оценивать шаблонно. Может быть, поэтому нам говорят, ты тут за материализм не держись. Да, он присутствует. И у вас сейчас прекрасное время как раз, потому что Юпитер у вас во втором доме гороскопа. Это дом финансов. Когда вы можете свою стратегию финансовую как-то по-другому изменить, как раз в сторону улучшения. Заработать много денег конкретно. Но нам ведь не говорят, что вы будете зарабатывать таким образом, как вот вы, предположим, теперь это делаете. Тут нужно будет рассмотреть какие-то другие варианты для того, чтобы не упустить время
и надежную стратегию построить для самого себя на последующие 12 лет. Вот будьте внимательны. Поэтому тут любая новость может быть важна. Дела, работа, бизнес. Денежная тема продолжается. Для кого-то из вас конкретно получение денег. Или вы можете закрыть кредит или отправиться в банк для того, чтобы открыть, например, получить ипотечный кредит. И как само по себе оформление каких-то бумаг, оно будет проходить неспешно. Но обдумать нужно, как вы будете с этим взаимодействовать. По этой карте, если нужно какую-то брешь финансовую закрыть, да, у нас это получается. Это карта финансового успеха, финансовых побед. Но карта не говорит, к примеру, что вы одолжаете деньги. Или кому-то даете их в долг. Или вообще эти деньги как-то распыляете. Если мы в эту неделю как раз не собираем, не аккумулируем финансы, в последующем нам карта говорит, рука дающего будет рукой просящего. Поэтому с деньгами будьте аккуратны. Здесь нужно как-то преувеличение продумывать. Это не значит, что из жадности, но карта нас поворачивает к тому, что вам эти деньги в последующем понадобятся, понимаете? Или какая-то, пусть, или какой-то, точнее, вопрос, который касается недвижимости. Может быть, не держись за какую-то одну недвижимость. Или то, что если у вас есть сейчас в планах переезд, вот не держись за какую-то свою идею, что вот я хочу осуществить это так, а ты как раз рассмотри варианты, а может быть не так. Кто знает, обстоятельства потом как-то изменятся, и ты потом будешь себя где-то корить, что настоял на прежнем своем решении. А тебе подсказку давала Вселенная, что это нужно сделать как бы совершенно по-другому. Или тебя, как высшие силы, от какой-то ситуации финансовой стопоря саму ситуацию, они тебя таким путем пытались увести от неправильного вложения денег. Или какой-то крупной покупки, мои дорогие. Крупным покупкам тут пока не время, я бы сказала, в принципе. Деньги, да, но это как актив, как способ взаимодействия с миром. Потому что в последующем что-то будет меняться. Финансы. И снова про финансы опять нам выпадают пентакли. И это нам говорят о том, что какой-то жизненный этап у вас заканчивается. Вы практически на переходе, мои дорогие тельцы, судьбоносном каком-то переломном моменте, когда прежняя история завершается и не будет так, как прежде. И правда, если по заработкам кто-то может для себя открыть новые источники дохода, или это будет через работу, или какое-то дополнительное обучение. Это карта сдачи экзамена, и кто-то из вас буквально будет сдавать экзамен. Пусть на пентакле у вас это выпадает, но тогда карта нам говорит, ты в последующем эти знания применишь на практике. Нам практики показаны. И тут вообще саморазвитие, оно способствует вашему доходу. Поэтому рассмотрите новые источники дохода для того, чтобы, если у вас начнет в будущем пробуксовывать теперешний какой-то источник как раз получения денег, чтобы вы могли для себя новые какие-то просторы открыть, развить и обеспечить как раз финансовую стабильность. Для кого-то из вас это сдача жизненного экзамена, и вам нужно какие-то вопросы завершить, для того, чтобы в последующем применить уже на практике тоже какие-то нововведения, либо по части вашего личного дела, либо вы вообще, предположим, хотите что-то изменить. Раньше вы ходили на работу в офис, в организацию, а теперь вы хотите заняться личным делом или развивать свое ремесло. Здесь у каждого по-своему. Кто-то пишет книги, среди вас много творческих людей, кто-то музыку, кто-то картины, и тогда карта говорит, ты нет, ты все же какой-то вторичный источник дохода рассмотри. Или усовершенствуй, может быть, свою профессию, или рассмотри по своей профессии какие-то новые способы взаимодействия. Чтобы у тебя вот сама по себе дистанция, как горизонт возможностей, он был более широким. Вот в этом направлении по финансам вас ведет карта. Как-то так. Личная жизнь. Пятерка мечей, первая победа. Да, у вас сильная позиция. Об этом нам говорят карты. Но вы с чем-то можете быть не согласны. Причем так вот кардинально. А карта нам говорит, ты, конечно, не должен, телец,
прогибаться, нарушая свои принципы или наступая на горло собственной песни в угоду хорошему отношению кого-либо, как вам лично. Но и с другой стороны, карта говорит, ты не должен создавать какой-то конфликт или увеличивать дистанцию конфликта, настаивать на своем. Да, вы можете добиться как победы, но пирова победа это не приносит ни вдохновения, ни радости. Поэтому держать нейтралитет, советует эта карта. По личной жизни, видимо, есть какие-то неопределенности, как мы чего-то не можем ускорить. Или мы можем не соглашаться с мнением человека, а у человека, допустим, пусть даже это ваш близкий человек, но вы ведь не знаете до конца, что творится в душе. И, может быть, есть какие-то сомнения у человека, они обусловлены или обуславливают какую-то паузу. Здесь у каждого по-разному. И тоже вы не можете это убыстрить. Поэтому, может быть, и карта с самого начала нам говорит, да ты не спеши. Потому что если тут даже что-то предпримешь очень быстро, в последующем изменится обстановка. И тебе придется опять что-то переигрывать, переделывать. А сейчас то, что ты предпримешь, оно может быть ошибочно. Поэтому вот так здраво рассуждать, не держась слишком за какой-то материализм и в то же время не рискуя деньгами, вкладываясь или приобретая что-то крупное, правильно оценивать информацию. И даже если сейчас что-то для тебя как совершенно полная неожиданность на этой неделе происходит, это тебя высшие силы как подталкивают к такому моменту перехода, когда ты сдаешь этот экзамен жизненный и в последующем перейдешь на совершенно новый уровень вашей реальности. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы. В целом, вот неделя, когда мы должны реагировать спокойно на любые происшествия или на любые какие-то обстоятельства вашей жизни. Вот лично с вами у вас ведь все хорошо. Но, может быть, вас что-то и ставит в тупик. Может быть, что-то идет кардинально вразрез с вашими планами. Но, видимо, это такая неделя. Не так и долго, всего 7 дней. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.